вы получаете то, чего не хотите. Как было показано выше, маятники могут получать энергию как от своих приверженцев, так и от противников. Но потеря энергии – это еще полбеды. Если маятник в достаточной степени деструктивен, ущерб наносится благополучию и судьбе человека. Каждый человек время от времени сталкивается с негативной информацией или нежелательными событиями. Все это провокации маятников. Человек не хочет, чтобы это было в его жизни, но реагирует всегда по одному из двух вариантов. Если информация его не очень задевает, он пропускает ее мимо ушей и быстро забывает. Если же удочка, заброшенная маятником, раздражает или пугает, то есть западает в душу, тогда происходит захват мысленной энергии в петлю маятника, и человек настраивается на резонансную частоту. Далее события развиваются по известному вам сценарию. Человек злится, негодует, беспокоится, боится, бурно выражает недовольство, в общем активно излучает энергию на частоте деструктивного маятника. Эта энергия поступает не только к маятнику. Параметры мысленной энергии таковы, что человек переносится на линии жизни, где то, чего он хочет избежать, находится в избытке. Как вы помните, если излучение мысленной энергии человека фиксируется на определенной частоте, он переносится на соответствующие линии жизни. Деструктивная роль маятника здесь заключается в фиксировании частоты с помощью петли захвата. Допустим, вы пропускаете информацию о катастрофах и стихийных бедствиях мимо ушей. Ведь если вас это не затрагивает, зачем вам лишнее расстройство? В таком случае, как правило, где-то происходит катастрофа, но вы лично находитесь на линии жизни, где вы не жертва, а наблюдатель. Та линия, где вы жертва, осталась в стороне. И наоборот, если вы впускаете в себя информацию о катастрофах и несчастьях, ахаете и обсуждаете это со знакомыми, то вполне возможно, что скоро переместитесь на линию, где вы жертва. Выходит, чем сильнее ваше желание избежать чего-либо, тем больше вероятность это получить. Активно бороться с тем, чего вы не хотите, значит прилагать все усилия для того, чтобы это было в вашей жизни. Для перемещения на нежелательные линии жизни даже не обязательно предпринимать активные действия, то есть бороться. Вполне достаточно негативных мыслей, сдобренных эмоциями. Вы не хотите плохой погоды и думаете, как вы не любите дождь. Вам досаждают шумные соседи, и вы постоянно с ними ругаетесь или тихо их ненавидите. Вы чего-то боитесь, и это вас очень беспокоит. Вам надоела ваша работа, и вы смакуете свою неприязнь к ней. Вас повсюду преследует то, чего вы активно не хотите, то есть боитесь, ненавидите, презираете. С другой стороны, есть много такого, чего бы вам тоже не хотелось, но это вас в данный момент не очень-то волнует. В таком случае, в вашей жизни этого и нет. Но как только вы впустите в себя нежелательное, проникнетесь неприязнью и начнете лелеять это чувство, нежелательное обязательно материализуется в вашей жизни. Единственный способ устранить из своей жизни нежелательное состоит в том, чтобы освободиться от влияния маятника, захватившего вашу мысленную энергию. А впредь не поддаваться на провокации маятника и не включаться в его игру. Выйти из-под влияния деструктивного маятника можно двумя способами: провалить его или погасить. Рассмотрим подробнее, как это делается.